Салам алейкум всем. Сегодня видеоролик будет про генератора, про ремень. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, посмотрите до конца видеоролик, потому что я сейчас покажу и расскажу. Если у вас свистит машина или там горит датчик зарядка, слабо, чуть-чуть горит, да, или совсем горит. Сегодня будем рассказать про это, Посмотрите видео до конца. Продлить видео не буду долго говорить, четко основная причина скажу, буду рассказать. Смотрите до конца видеоролик. И еще, ребята, не обязательно Daewoo Nexia, да? Не обязательно Daewoo Nexia. Хоть любой автомашина признак такой же дает. Если признак такой, это генератор, обмотка генератора, или шотка, или подшипник, да? Ребята, этого очень легко сделать. Не надо ходить мастерам. Вы сами справитесь. Любой мужчина справится с этой. Просто надо узнать. И за это посмотрите видео до конца и сделайте сами. Это очень легко, вообще не трудно. Просто один момент, если у вас обмотка генератора сгорел, тогда у вас просто паянка нужна будет. Паять надо будет, да? Вот тут, надо паять, вот. И все, больше ничего трудного нет, ребята. Если у вас есть такой, чтобы паять, да, то вы можете сами сделать. Если нету, тогда надо его снимать, отвести надо, сделать надо. Все, ребята, сейчас я все покажу, расскажу. Смотрите до конца видеоролик. Оставьте комментарий, оставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если у вас свистит двигатель, это скорее всего, это 80-90% это ремень. Какой ремень? Ремень ГРМ, это очень редко случай бывает такой. Основной это ремень генератора. Так, и он говорит, ремень когда свистит, понятно, что он высохло, да, 50% он высохло. И не обязательно, что он просто ремень не годен, да? Он может быть другой причина, да? Ремень нормально, но генератора проблема, да? Имейте в виду, если у вас свистит, вы не поменяйте ремень сразу, просто откройте ремень. Сейчас я покажу, как можно открыть, как можно посмотреть. Так, откройте ремень, посмотреть, и генератор тоже надо обязательно открыть, посмотреть, потому что просто так не свистит ремень. 50% он высохло, но вы, даже если просто ремень, все равно вы должны посмотреть генератор, да? Если просто свистит у вас, там зарядка нормально горит, да, вовремя включается, вовремя уходит, вообще нет не проблема, да, да, там. И в машине, потрогайте рукой генератор, да, там не шумит или шумит, надо посмотреть. Потом, если у вас там в салон запах идет, такой, как будто горит, да, что-то, да, или вообще нету запах, все нормально работает, никакой проблемы, зарядка нормально дают, вовремя уходит, вовремя выходит, шум нету генератора, тогда у вас, скорее всего, просто этот ремень. Все равно вы должны посмотреть, да, открыт генератор, надо посмотреть, потому что всякое может быть, да, или начинается, да. Сейчас поехали, я сейчас вам покажу, как можно проверять, как можно открыть, и потом покажу еще, что может быть там. Вот генератор, вот здесь один болт есть.
Вот это надо чуть-чуть открыть. Он, генератор будет двигаться туда-сюда чуть-чуть, да? А чуть-чуть вниз будете двигать. Потом ремень надо вытащить. Потом надо заводить, чтобы узнать точно ремень генератора свистит или другое что-то, да? Так. Потом смотрите. После этого вы сможете открыть сами, да? Вытащить генератор. Это получается генератор стоит там 3 болта стоит там 3 болта открывать, там внизу 2 и верхний 2, и все, он выйдет сам. Ну, для этого здесь надо открыть по трубке. И все, вот это откроете вот тут. Там доступ, если он выйдет отсюда, короче. Вот, ребята, у меня был такой причина недавно. Машина свистел, ремень генератора. Ну, я понял, что это генератор, да, сразу, да. Я проверял, вытащил ремень, как я вам показал, вот так точно. И он перестал свистеть. И все, я обратно закрыл, потом, ну, где-то у меня дела было, потом я открыл заново, полно открыл, там посмотрел, я сам. Там это не трудно, ребята, вы сможете сами справиться с этой, да. У меня был вот такой признак, свистеть, и какой-то запах есть в салоне, да, короче, да, как будто что-то горит, да. Потом у меня здесь тоже, вот когда утром заводил машину, он чуть-чуть горел, потом ушел, короче. Когда газ даешь, короче, он уходит, да, короче. Ну, когда заводите утром, ну, чуть-чуть горит, да, слабо горит. Ну, все это значит, что по-любому это генератор по-любому надо открыть, да. Вот, ребята, я вам открыл, я сейчас покажу вам. Вот, ребята, если у вас запах идет в салон, да, как будто что-то горит, да, это уже можно сказать, что 90% это обмотка генератора, да, вот. Если честно, я когда открыл, посмотрел обмотку, все проверял, ну, я не думал, что это, да. Потом я понял, что там внутри что-то, да. Вот смотрите, вот видно, горит, да, вот. Сгорел, короче, да. Потому что он, знаете, вот так стоит закрыто, да, везде, да, непонятно, да. Внутри тоже вот сгоревший, да, у меня, да. Вот она. Сейчас вам покажу еще. Вот она еще. Вот тут тоже сгорел. Вот тут тоже начинается вот. Вот, в принципе, вот, вы поняли, да, короче, да? Вот это, если у вас запах есть в салоне, да? Ну, чувствуется такое, что-то горит, да? Вот причина. Другое место не надо искать. Вот причина, ребята. Так, еще второй, вот, смотрите. Теперь смотрите мой ремень. Я просто в шоке, короче. Я месяц назад поставил, короче, да, ремень. Месяц назад. Мастер говорит, что ремень у вас высохло, короче, не годен, да, ремень, говорит. Я просто уточнил, да, что за почем, что это, просто так уточнил. Он говорит, что ремень. Потом я не обращал внимания, короче. Я дома сам открыл, короче, ремень у меня все нормально. Но все равно я поменял, чтобы видео, когда видео сниму, тогда надо было показать, да. Вот мой ремень, все отлично у меня, короче. Из-за этого он свистел, короче. Машина свистел. Из-за этого, короче. Ну, есть проблема. Если свистит, есть проблема генератора, да, у вас, короче. Вот, ребята. Ну, это не говорит, что вам 100% у вас обмотка генератора. Если у вас запах никакой нету, значит, у вас другое что-то, да. Надо открыть, посмотреть. Там, может быть, если шумит у вас подчинник,
Если шумит у вас, рукой можно потрогать, я вам как показал. Генератор держите вот так. Если там вибрация есть, да, шумит, это, ну, скорее всего, подшипник. Ну, если не это и не подшипник, там есть шоколадка, щетка, короче. Он стоит вот так, короче. Вот так стоит. Ток дает, короче. Он когда вот это один сломается, короче, теперь вот так чуть-чуть назад идет. И, короче, он будет слабо заряжать, да, вас. Слабо зарядка будет давать. Он должен вот так притык стоять, да, вот так постоянно. Раз он уходит, вот так сломается, и все, начинается у вас горит вот это датчик. Вот. Вот, ребята, вот такое дела. Ну, откройте сами, посмотрите. Там можно, это очень легко, не надо мастерам ходить. Деньги дать, короче. Он тоже дорогой, вот это тоже не этот, не дешевле вещи, короче. Бушный я купил, за 8000 я купил бушный. А если новую обмотка не продается, ребята, не надо искать, не надо там ходить, базар-мазар, короче. Новую обмотка не продается, новую. Только БУ или полностью генератор будете брать. Ну, комплектом, да, короче, генератор. Да? А генератор стоит где-то 40 000, что ли, вот так, новый. 40 000, 50 000 стоит. На Nexia.